Добрый день, девочки. Сейчас будет, в принципе, не большое видео, но я постараюсь сделать его максимально информативным и ответить на вопрос, почему он пьет. Мы будем гадать на некротических серых таро. Они очень сильно показывают негативную информацию. Если ваш мужик пьет, потому что пьет или употребляет наркотики, парень, ваш знакомый, ваш друг, ваш мужчина употребляет что-то, это будет показано на картах. И почему, мы ответим, почему и что ему поможет. Я это гадание тоже буду использовать и для себя, потому что хочу определить, почему же мой один знакомый пьет, бухает. Никогда об этом, в принципе, не задумывалась. Но так как мы вот буквально сегодня поговорили, то я решила, что вам это тоже пригодится. И я хочу тоже ответить на вопрос, почему же он пьет. Выкладываем карты, некрокарты крестом вот таким вот. Я так делю, потом собираем именно этот крест в любом порядке. И будем выкладывать на 4 мужчин. И будем смотреть, почему он пьет. Итак, поехали. Первый мужчина, второй, третий, четвертый. 4 мужчины выпало нам. Первый вопрос, на который мы ответим, почему он пьет. А второй вопрос мы будем дополнительные вытягивать карты и ответим на второй вопрос, который будет говорить нам, помогать, как ему помочь избавиться от этой зависимости. Зависимость бывает по разным совершенно причинам. По-разному она действует на мужчин, в зависимости от того, порченный ли он, либо это генетическое у него, либо еще что. Мы сейчас это все с вами рассмотрим. Загадайте, пожалуйста, мужчину. Потрите, пожалуйста, карту. Если вы хотите про 2, 3, 4 мужчин узнать, дайте каждой карте имя, которое будет говорить вам, почему этот человек пьет. Пьет, либо употребляет что-то. Почему? Можете выбрать одну карту. Ну вот я тоже уже выбрала эту одну карту. И сейчас мы будем отвечать на вопросы. Итак, поехали. Первая, вторая, третья, четвертая. Будем смотреть. Итак, первая карта. Почему он пьет? Сейчас, как ему помочь? Почему он пьет, как ему помочь? Почему этот пьет, как ему помочь? Почему этот пьет, как ему помочь? Знаете, я, наверное, достану еще 3-ю карту для уточнения, потому что тут интересно пошло. Интересно пошло. Итак, давайте рассмотрим первого. Кто загадал первого? Первый мужчина, в принципе, увлекается, но я бы не сказала, что он уже конкретно такой алкаш, спившийся. Почему он пьет? Ну вот, реально, первый мужчина, он сгорит. Он реально сгорит, он уже внутренне начинает гореть. Ему уже ничем не поможешь, об этом говорит 10-й аркан. 10-й аркан говорит, что он уже закончит свою жизнь. Это, в принципе, у него уже отсчет пошел, и уже каждую минуту его минусуют. В принципе, он употребляет, но я бы не сказала, что он употребляет настолько, чтобы именно вот это его убило. Его убивает еще и другое. Тут по этой карте у него выпала раковая карта, либо что-то, что его сжигает изнутри. Реально, у этого человека очень большая вероятность, что он в скором времени может отойти на тот свет. А он реально отходит на тот свет. Как его спасти? Спасти этого человека, в принципе, уже
Я бы сказала, что невозможно. Вы, как человек, обычный человек, уже не сделаете ничего. Единственное, что его можно поводить по церквям каким-то, но он уже настолько уже погряз, ну просто, я даже не знаю, как объяснить, просто уже отсчет пошел. По этим картам это ничего хорошего не предвещает. Это человек, который раньше был, в принципе, вроде бы и хорошим человеком, так как карта падшего ангела, но он уже висит прибитый на дверях ада, грубо говоря. Но они показывают, что это не порча на нем, это не какое-то такое наведенное, что он вдруг начал пить. Он попивал давно уже. Ну, попивал, либо употреблял. Делает это практически регулярно. Например, вот эта вот карта пятерка вот этих черепов, она говорит, что это довольно-таки регулярно происходит. Но не то, что через день, но систематически. То есть его употребление имеет какую-то систему. Но в то же время она не слишком такая регулярная. Но у этого человека серьезная проблема со здоровьем. Именно со здоровьем у него идут. В общем, тут надо, в принципе, человеку либо пытаться как-то помочь, но его судьба и так предрешена. Так, второго человека мы рассмотрим с вами. Второй человек, в принципе, тот человек, на которого я загадала. Этот человек употребляет чаще, чем вот этот. У того была пятерка, у того, сколько черепов, посчитайте, 8. 8 черепов он употребляет без системы, но довольно-таки часто. Чем это ему грозит? В принципе, он уменьшит дозы свои. Надо просто держать его в руках, чтобы он не употреблял так часто, как он употребляет. И, в принципе, выпала карта королевы. Вот такой вот красавицы, которая помогает. На него влияет женщина, которая его вытаскивает. И вот в моем случае, как раз таки я так думаю, что это я буду той женщиной, которая будет вытаскивать его и ограничивать его потребление алкоголя в его случае. А в других случаях это будет и наркомания, может что-то еще. Мы на зависимости смотрим. Кто выбрал третьего мужчину? Третий мужчина тоже такой любитель поупотреблять. Тоже у него выпали черепа. Он из таких, которые он вроде бы пьет, потом не кодируется, но долго не употребляет. Потом пьет, не употребляет, пьет, не употребляет. То есть у него это временами, которое зависит, в принципе, от того, как он сам это чувствует. На нем тоже никаких порч нету. Выпали ключи, это скорее всего, вот он пьет, когда он сам себя настраивает, либо это кодировка, либо что-то такое, что препятствует ему выпить. То ли нет денег, тогда он не пьет, то ли двери закрыты в магазин, что он не пьет, то ли еще что-то. В общем, эта карта говорит о том, что есть силы, которые препятствуют ему употреблять еще больше. Но когда у него есть возможность, он, конечно же, это делает. И как ему помочь, в принципе? А этому человеку не особо и не надо помогать. Карты в этом раскладе не показывают, что тут надо с чем-то таким конкретным бороться. Ну вот, или не время сейчас это делать. В принципе, его сама жизнь будет останавливать от того, чтобы он пил. В принципе, этот человек может сам по себе даже излечиться. Возможно, это период в жизни такой, что он сейчас пьет, и он потом закончится. Либо, ну, ему будет препятствовать, в общем, его жизнь. Другие люди его не спаивают, он пьет или употребляет из собственного удовольствия. Я бы сказала, что это человек, который... Ну, как курит кальяны, покуривает травку. То есть не всегда, но когда у него есть возможность, он, конечно же, это сделает. И четвертый мужчина выпал такой вот красивый паж. Выпали кости.
и выпали ключи. У этого мужчины зависимость совсем отличается от тех зависимостей этих трех предыдущих мужчин. Когда он чувствует, что ему плохо, изначально, вообще-то он не пьющий, но когда ему плохо, он начинает употреблять. И когда у него это вот плохое настроение заканчивается, он прекращает употреблять. Вот такой вот человечек. Его тоже, в принципе, лечить не надо. Первый мужчина, в общем, ему уже ничем не поможешь. Второму поможет женщина, которая рядом с ним будет его охранять от этого. Третьего мужчину будет останавливать обстоятельства, преграды на пути к водке, либо к пиву, либо к другим каким-то напиткам алкогольным, либо к наркотикам или еще чему-нибудь. И четвертый мужчина просто выпивает, когда ему очень плохо, и он идет выпить, чтобы заглушить боль, а потом сам себя, в принципе, останавливает, и это глушит. Вот так вот мне эти карты показали. В общем, в моем случае во втором, его надо подавлять, все время подавлять, чтобы он этого не делал, и это должна делать женщина. Ну, пока все. Вот такое небольшое было гадание, почему он пьет.